Привет! Есть в Санкт-Петербурге место, в котором начинает чаще биться сердце не только мальчишки или девчонки, но даже у вполне взрослых дяденек и тетенек. Особенно если эти дяденьки или тетеньки увлекаются миром масштабных моделей. Это музей Гранд Макет Россия. Это необыкновенный музей, сооружение столь же грандиозное, сколь миниатюрные составляющие его экспонаты. Это коммерческий проект, основной идеей которого было на площади 800 квадратных метров собрать в масштабе 1 к 87 образы регионов Российской Федерации. Это и моря, и реки, леса и горы, города, поля, вокзалы, аэропорты, заводы, шахты и так далее. То есть абсолютно все, что существует в реальности. Да, надо отметить, что это не просто нагромождение масштабных моделей, фигурок, ландшафтов, а на самом деле это собрание огромного количества мини-сюжетов или житейских ситуаций. Можно раза 3 по кругу пройти экспозицию, но каждый раз находить что-то новое, подмечать новые детали, новые фигурки, новые темы. Это безумно интересно, и я думаю, что если вы в другой раз придете вновь в музей, то сильно удивитесь, так как обязательно заметите новые детали, не замеченные вами ранее. Особенно интересно находить какие-то приколки от создателей макета, например, мусорку, где живут небезызвестные Сифон и Борода и просят с плакатом подать денежек на выпивку. Посетители музея могут самостоятельно запускать движение на макете благодаря интерактивным кнопкам, расположенным по периметру экспозиции. То есть, нажав на кнопку, вы увидите, как лесорубы валят лес, как работник фермы кормит курочек, или комбайн начинает собирать зерно. Ну и много-много еще таких интерактивных сюжетов. Особое внимание, конечно, к движущимся объектам, которых здесь огромное количество. Сеть железных дорог опутывает макет, составы двигаются в соответствии с расписанием и заданными маршрутами, останавливаясь на миниатюрных вокзалах. Машины вообще непонятно каким разумом управляются. Они останавливаются на светофорах, включают поворотники, меняют скорость движения, идут на обгон и движутся. Электрическую энергию автомобили получают дистанционно из-под макетного пространства, поэтому не требуют источника питания. В общем, могут двигаться по макету бесконечно. Такой способ движения автомобилей на макете разработан и применен впервые в мире. На нескольких уровнях макета уложено более 2,5 километров рельсов и установлено 452 стрелочных перевода. Общее количество единиц подвижного состава более 2700, из них 250 локомотивов и 10 специальных чистящих поездов. Для хранения и смены 60 составов работают 2 револьверных обменника, также 2 поворотных круга, которые позволяют развернуть локомотив на 180 градусов. Максимальный перепад высот 1 метр. Чтобы его преодолеть, составу необходимо проделать путь в 50 метров по спиральному подъемнику. Иногда поезда могут сойти с рельсов из-за каких-либо ошибок в передаче команды. В таких случаях операторы из центра управления видят поломку на экране камеры наблюдения и оперативно сообщают о ней техническому персоналу, находящемуся в зале. Вообще, это движение создает ощущение какой-то своей независимой жизни макета. Конечно, все запрограммировано, и из работы всех этих миниатюрных объектов наблюдает команда работников макета.
Чтобы можно было работать с конструкцией, по всей площади установлены люки. Также работники используют всяческие интересные приспособления для того, чтобы достать какую-либо фигурку на макете. Надо отметить, что работы на макете продолжаются и по сей день. Происходит обновление ландшафтов или более серьезные доработки. Нужно, наверное, вспомнить немного о истории создания макета. Придумал и реализовал гранд-макет бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Морозов. К сожалению, его великолепная задумка не получила государственной поддержки, и тогда он построил музей на собственные средства. Над воплощением идеи в течение 5 лет трудились более 100 специалистов, от архитекторов до инженеров-электронщиков. Приведу цитату создателя макета Сергея Морозова. «Задачу я ставил практически нерешаемую, чтобы музей был интересен всем, и 3-летнему, и 90-летнему, и мужчине, и женщине, и чиновнику, и спортсмену, и военнослужащему, и преподавателю, и иностранцу, и россиянину. Так у меня родилась идея, что макет должен стать произведением искусства, имеющим свой художественный смысл, захватывающим как игра или кинофильм». И для того, чтобы эта задумка реализовалась, была проведена огромная работа. Сначала была поставлена несущая подмакетная рама, уложена основа железных и шоссейных дорог. Далее по всему макету установили деревянные ребра, по их верхней кромке натянули металлическую сетку и нанесли слой гипса. Всего было использовано 11 тонн, из которого создавали окончательные очертания желаемого ландшафта. На оформление квадратного метра поверхности макета уходило примерно месяц труда одного специалиста. Первых посетителей музей встретил в апреле 2011 года. Следующие 14 месяцев музей работал в тестовом режиме, принимая гостей только по выходным дням. Официальное открытие состоялось 8 июня 2012 года, а через несколько месяцев после официального открытия на музей было совершено разбойное нападение. 10 сентября 2012 года в 2 часа ночи в местное отделение полиции поступило сообщение об ограблении. 6 неизвестных в камуфляжной форме, среди которых было 2 женщины, проникли в музей, представившись сотрудниками правоохранительных служб. Затем они избили охранника, закрыли 5 сотрудников музея, проводивших плановые работы, в подвале. И после этого проникли в кабинет директора, вынесли оттуда сейфы с деньгами и записями камер видеонаблюдения. Директор музея Сергей Борисович сказал, что потеря денег не страшна, так как это была выручка за 2 дня. Его больше волновала судьба видеозаписей. На них запечатлены многие работы по созданию макета России. К сожалению, я так и не понял, нашли в итоге злоумышленников или нет. Как уже было сказано раньше, макет живет своей жизнью, и впечатление его жизненности создает то, что макет не огорожен стеклом, просто барьерчик ограждения. И ступеньки, на которые для лучшего обзора забираются как детишки, так и вполне зрелые товарищи. Конечно, посетители из-за такой доступности постоянно что-то ломают, хотя за ними пристально следят работники макета, находящиеся непосредственно в пределах экспозиции, а также с камер видеонаблюдения. Развешаны таблички, работает сигнализация, и даже сами фигурки с плакатом просят не трогать их. Но, понятное дело, довольно взрослый и хороший, воспитанный человек не оставит следа своего пребывания. Таких людей достаточно много. Но есть другие категории, например, непослушные детки с шилом в одном месте или недостаточно воспитанные взрослые, которые не хотят следовать правилам музея. А правила есть, и они довольно интересные. Нельзя в музее находиться в верхней одежде, а также с большими сумками или едой, напитками. Это все на самом деле несложно, зато можно снимать бесплатно и даже со штативом. Пользоваться аудиогидами за отдельную плату, конечно, ну и смотреть. Ощущение времени создает система день-ночь. Полотно из полумиллиона светодиодов, находящихся над макетом. Каждые 13 минут они меняют яркость и цвет освещения. И Россия погружается в ночь на 2 минуты, постепенно с востока на запад. В это время макет загорается тысячами огней. Светодиоды также спрятаны в окнах зданий, фонарях, фарах машин и вывесках. Выглядит это, конечно, здорово. Нужно отметить, что Гранд-макет России является самым большим макетом в России и вторым по величине в мире после музея в Гамбурге. И вы совершенно не пожалеете о том, что провели в нем несколько часов, а часы летят внутри просто незаметно. Сами удивитесь, когда обойдете всю экспозицию и взглянете на часы.
Ну что еще? На территории музея работает кафе, а также сувенирный магазинчик, в котором можно приобрести сувенирку с символикой музея, а также некоторые масштабные модельки. По пути к экспозиции за большим стеклом вы можете увидеть работу технических специалистов макета над модельками или прочими механизмами. На территории комплекса работает платная парковка, и это хорошо. Ну а о стоимости билетов вы сможете узнать на сайте. Вот такой небольшой экскурс этого замечательного музея. Приезжайте в Питер и заходите посмотреть. Это действительно интересное место. Спасибо за просмотр. Если информация показалась интересной, то ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на Техноенота, а также жмите колокольчик. Это плюс 100-500 к вашей карме. Шутка. Пока.